Сегодня будет книга притчей, а именно притчи на тему дружбы, на тему того, как мудрость влияет, чтобы мы имели благословенную дружбу. Дружба – это то, что можно все реже и реже, но настоящая дружба, все реже и реже увидеть вокруг нас и в обществе, если десятилетия, 2 десятилетия или даже 5 десятилетий тому назад как-то ценность дружбы была в глазах людей чем-то важным, то сейчас больше сам каждый за себя, и просто у людей есть знакомые, которые он использует, когда ему нужно в его личных целях. И иногда даже среди верующих, среди христиан есть такое лжедуховное понимание, когда говорят, что зачем мне друзья, у меня есть Христос, у меня есть Господь, Он все для меня, мне этого достаточно. Хотя это очень важно, что если у нас есть Господь, но если мы Его реально и по-настоящему имеем в жизни и в сердце, то Господь, которого мы имеем, Он сам побуждает нас, вдохновляет нас на жизнь близкую друг с другом, на близкие отношения, на дружеские отношения. Господь, который основал Новый Завет, сделал благодаря этому Новому Завету церковь, нигде даже не намекал, что может быть такой христианин сам по себе, христианин-одиночка. Он не Господь и все. Ему никого не надо, он себе сам пришел, сделал для себя самопричастие, и он такой с Господом. Даже самопричастие или хлебопреломление, которое мы имеем, как его заповедь, это то, что он призвал, чтобы мы делали вместе, чтобы мы собирались вместе. И вокруг него, когда Павел пишет, обличает Коринфскую церковь о том, что многое у них не так, и он говорит о причастии, говорит, что вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Вы вроде бы собираетесь, но по факту это никак не похоже, потому что первые христиане имели еще такую хорошую библейскую или евангельскую традицию. Христос как дал Новый Завет? Они покушали, съели овечку, то есть покушали мясо, а потом после этой трапезы было именно вечеря Господня. И первая церковь так же само собиралась. Сначала была вечеря любви, агапы, они вместе сближались, общались, а потом делали причастие. Но у коринфян было по-другому немного. Когда они собрались на эту вечерю любви или агапы, приносили какие-то снасти, кушанье каждый с собой, то проявился эгоизм. Каждый садился вокруг и перед собой ставил только свою личную пищу. И кто побогаче ел свою более мясную или жирную пищу, и старались побыстрее, пока бедные не пришли. Это не так, это не вечеря Господня. Потому что вечеря Господня – это мы становимся близки друг к другу. Мы одна семья, мы одно братство, у нас отношения. Итак, притчи на тему дружбы. Тоже сразу же скажу, что когда Соломон побуждает нас к дружбе, то прежде всего он говорит о дружбе людей одного пола. Да? Потому что дружба с противоположным полом имеет название семья или брак. Такая дружба Богом благословенна. И в четверг я читал притчи, где Соломон, наоборот, застерегает или предостерегает, что очень опасно иметь просто так с другими мужчинами, с другими женщинами просто общение, дружеские разговоры. Это может кончиться грехом. Поэтому семья – это может быть наиболее тесный формат дружбы, но он подразумевает один мужчина, одна женщина и больше никого. Но Господь также поощряет нас иметь и другие отношения, когда братья с братьями общаются, имеют поддержку, или сестры с сестрами. Итак, притчи о дружбе. 13 глава, стих 20. «Общающийся с мудрыми будет мудр,
а кто дружит с глупыми, развратится. Прежде всего, Соломон очень много говорит на тему дружбы, о том, с кем дружить, а с кем не дружить. То есть самый важный фактор, который он подчеркивает, что дружба может быть на пользу, а может быть во вред. И сначала нужно определиться, какие друзья мне нужны. Те друзья, которые меня духовно подымут, или я хочу, наоборот, тех, которые меня кинут в грязь. Общающийся с мудрыми и будет мудр. Иными словами, вот наше окружение, наше близкое окружение, те, с кем мы общаемся, разговариваем, имеем вместе интересы, оно покажет нам, какими мы будем в будущем. Если вот эти наши друзья, те, кто стремятся к Богу, и для них Бог на первом месте, то, по-видимому, и мы будем такими, если нам с ними хорошо, интересно, у нас общее, и мы будем такими в будущем. Если круг наших близких, знакомых, с кем мы общаемся, и друзей, с кем нам хорошо проводить время вместе, живет, игнорируя Евангелие, то вот мы, скорее всего, сеем, что и мы будем очень скоро это Евангелие игнорировать. Это особенно вот, значимо для молодых людей, для подростков, для молодежи. То есть, они являются людьми, которые наибольше всего влияют от своих друзей. И я думаю, мы многие слышали не раз вот историю, которая начиналась примерно так, или рассказ, который начинался примерно так. Вот он был хорошим ребенком, пока не связался с такой вот компанией. Не раз мы такое слышали. И это реальный факт. То, о чем Соломон предупреждает. Дружба влияет. Поэтому начало мудрой дружбы, когда мы выбираем друзей, которые на нас будут хорошо влиять. Церковь – это форма дружбы. Мы хотим быть здесь, чтобы друг друга поощрять к духовной жизни. Еще притчи, которые показывают, с кем не дружить, с кем не надо дружить, или как быстро узнать, с кем не дружить. 14:7. «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Язык или уста, речь – это первое, что говорит о человеке, кто он. Если язык говорит неугодное, не по Евангелию, глупое, что пошлое, нехорошее, просто неназидательное, само говорит сразу, это не тот человек, с кем тебе нужно проводить разговор или общение. Отойди. Это не твой друг, если ты имеешь цель дружбы, чтобы тебя поднять. Похожая притча на тему языка, 20 глава, стих 19. Кто ходит переносчиком, это не ковида, а плохих разговоров переносчиком, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Речь о том, что иногда люди общаются, и даже дружеские разговоры, а тема разговоров, по-нашему, это просто сплетни. Разговоры о ком-то, какой кто плохой, ай-яй-яй, вот всякие там пакости, что-то увидел, что-то придумал, что-то добавил. Вот это тоже не та форма дружбы, которая нам нужна. Знаете, если он или она такое говорит в вашем присутствии о ком-то, он будет похоже говорить, когда вы не будете, но уже у вас. И это не то, к чему Бог призвал нас в нашей жизни. 22 глава, с 24 стиха. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». То же самое. Вот, дружба, она передает какие-то ценности или, наоборот,
греховные повадки. Человек гневливый, вспыльчивый, конфликтный, задиристый, сварливый. Если он такой, это не тот человек, который нам нужен. Неужели вы хотите быть такими? Он кажется таким якобы сильным или смелым, но это не евангельское поведение. Глава 23, стиха 20. «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимся мясом». Еще одна часто якобы компания, которая встречается в нашей культуре. Когда якобы друзья собираются, и вот ради чего не собираются. Ради своего желудка и ради того, чтобы в хмельном поведении время скоротать. Это не то, что нам надо в нашей жизни. Это то, что убивает жизнь, убивает духовную жизнь. 29 глава, стих 27. «Мерзость для праведников человек неправедный, и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем». Соломон вообще говорит, что люди, которые имеют разные ценности, духовные ценности, которые находятся на разных полюсах морали, они друг для друга взаимно неприемлемы. И просто если, еще раз, у нас ценности евангельские, то нас будет отталкивать просто наша духовная жизнь, наши желания, и мы не будем там, в той компании, где живут не по Слову Божьему. Просто нам будет неприятно. И больше того, и мы для них будем неприятны. Они рано или поздно нас тоже вытолкнут, мы будем как белая ворона. Если они будут говорить плохие разговоры, мы будем говорить, что так нельзя, и в этом не участвовать. Поэтому наши друзья определяют, кто мы есть и кем мы будем. Можно проверить, кто мои друзья. Если не таковые, то это и наша проблема. Итак, первый момент – с кем дружить? Второй момент – какие же черты или что такое эта дружба? Как дружить? Что это такое значит? 27 глава, стих 17. «Железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Острит и изощряет – это одно и то же самое слово. Или человек как бы заостряет взгляд друга своего. Идет речь, когда, например, я так не умею точить, но вижу, иногда братья так берут два ножа и лезвием друга, когда они трутся, затачивают. Как два этих ножа или каких-то острых предметов друг от друга затачиваются через трение, через близкие отношения. То же самое, говорит Господь, дружба, которую Бог нам дал. То есть, иными словами, дружба – это не просто «привет, до свидания», это не просто, когда люди просто где-то иногда друг с другом увиделись. Это близкие отношения. И это то, что тоже где-то мы теряем. Сегодня у людей якобы, у меня много друзей. Но это не друзья, если ты даже с ними не встречаешься, не проводишь время вместе. То есть дружба – это близость. Это какая-то часть жизни, которую мы проводим вместе в общих делах, в общих целях, которые нас объединяют. То есть и церковь – это когда мы вместе. Тоже как пример, что где-то даже сам термин «дружба» обесценивается сегодня, когда у многих есть друзья, например, где-то сугубо онлайн, может даже их и не видели, или где-то, может быть, видели, непонятно когда, в каком году, друзья в Инстаграме, друзья где-то в Фейсбуке, это друзья, но какие это друзья? Здесь фраза, что изощряет взгляд друга своего, это
отношения лицом к лицу. Это близкие, когда я вижу, когда мы можем просто близко друг другу говорить то, что мы думаем, и то, что мы к чему стремимся. Это близкие отношения. Да, иногда с другом может быть форма связи и онлайн. Но если только онлайн, знаете, Господь захотел стать для нас другом. Он для нас стал другом онлайн или реально он пришел. Он явился где-то на экране, сказал: вот я вас, дети мои, я вас люблю, давайте дружить. Нет, он пришел реально в нашу жизнь. Он стал плотью, человеком. Он сидел с своими друзьями, которых было близких 12. Вот, они вместе ели, разговаривали, ходили. Это были близкие отношения. И об этом говорит Господь, о том, что это Его цель для нашей жизни, чтобы Он создал нас для отношений. И правильные отношения, они нас поднимают. Это то, чем мы достигаем духовной зрелости. Следующая притча, 17 глава, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». То есть он не просто, когда вы живете в одном городе, позвонит вам: я тебе сочувствую. Он явится, это близкое, это отношение. Он знает, когда ты нуждаешься в помощи, и он придет к тебе с помощью. То есть, друг – это не только, когда я вспоминаю о нем, когда мне что-то от него нужно. Наоборот, дружба – это прежде всего, когда я желаю к этому человеку проявить любовь, реальную любовь, действенную любовь. И когда у него трудность, я приду к нему, чтобы ее разделить или в ней поучаствовать, ее облегчить. Это может быть какие-то духовные трудности или просто земные, какие-то проблемы. И друзья иногда познаются, настоящие друзья познаются, когда мы приходим через трудности. Трудности сближают нас, если мы друзья. Хотя есть другой момент, где Соломон говорит о другой ситуации, 25 глава, стих 17. «Не учащай входить в дом друга своего». Не зачащай, да? «Чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». Здесь говорится о том, что друзья, они настолько друг друга близко знают, что они знают, когда нужно прийти, когда нужно не прийти. Знают, когда ты нужен ему или когда ты не нужен ему. Когда у него другие будут ситуации. Он не просто будет всегда рядом, он часто рядом, и поэтому знает, в чем ты нуждаешься. И не будет этим злоупотреблять этими отношениями. 27 глава, стих 9. «Масть и курение», это слово курение не то, что современное слово, это возжигание каких-то благоуханий. «Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим». В общем, масть и курение – это синонимы. То и то использовалось для приятного запаха. Масть просто мастили на тело, это может как эквивалент современных духов или одеколона, когда мы умащиваемся или чтобы иметь хороший запах, масть, а курение – это что-то наподобие современного какого-то осветителя воздуха. Только то выжигалось, и плюс в те времена это было намного дороже и намного полезнее. То были натуральные вещества, а не просто какая-то химия. Это когда что-то приятное, сладкое, благоухающее, это человек, друг, который тебя хорошо знает и знает, что и как тебе сказать. Он понимает тебя, он понимает, в чем ты нуждаешься, и говорит это. И это приятно, это полезно. Это прежде всего полезно, хотя иногда, может быть, этот запах может быть рисковатый, но он полезный. Смотрите, это же глава, стих 5-6. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризненные от любящего и лживые поцелуи ненавидящего». То есть дружба – это близость, это реальные отношения, но это также искренность, это правдивость. Я буду своего друга обличить или сказать ему, где он не прав. Почему?
Потому что я больше думаю о нем, чем о себе. Если я думаю только о себе, то говорю, зачем? Давай мы будем все хорошенькие, не знаю, как он реагирует, я там промолчу или скажу, что все хорошо. Это эгоизм, это не дружба. Если я вижу, что тот, кто мне дорог, тот, кого я знаю, делает или поступает что-то в своей жизни неправильно, я скажу это ради его блага. Хотя, возможно, где-то ему это будет показаться, как ты друг, ты такой говоришь. Я друг, поэтому такое и говорю, потому что я думаю о тебе. Ты мне не безразличен. И если кто-то выбирает себе друзей только для того, чтобы слушать от них комплименты, это малополезная дружба. Те, кто любит, что их только хвалят или только поддерживают, ведь они тоже грешны, ведь они тоже ошибаются. И если им это не сказать, то рано или поздно это выльется в какие-то проблемы, когда человек пожнет свое поведение, а друзья его не остановили. И похожая притча о том, чтобы мы не были таковыми друзьями, 29 5 притча. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Вот льстящий говорит только то, что тот приятно слышать. Поэтому мы имеем эти отношения. Эти отношения, как это мы начинали о близости, как железо-железо. Это могут даже искры идти. Но это хорошо, это нужно, это отношения. Это для того, чтобы заострить. Иногда могут быть даже искры. Но мы понимаем, что такое дружба. Это близкие отношения двух грешников, которые, если это мудрая дружба, которые хотят осветиться, победить греховную природу. Но иногда эта греховная природа проявляется и у меня, и у него. Поэтому нужна правдивость, нужна искренность, и поэтому нужно взаимное прощение. 17 глава, стих 9. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Друг сделал какую-то ошибку, или даже что лично против нас, то, что нас где-то даже возмущает, как мы себя поведем? Мы можем говорить, а я за справедливость, я буду доказывать, что ты не прав, что я это никогда не забуду. Это не за справедливость. Это знаете за что? Это против дружбы. Но я готов забыть и простить, и не вспоминать. Почему? Потому что я ценю своего друга, потому что он мне нужен. Он мне нужен. Сегодня он поступил не лучшим образом, а вчера он поступил хорошо, и мне в этом нужно. А что я всегда поступаю идеально. Поэтому если я люблю его, и у нас есть духовные отношения, то проявление духовности, когда мы даже поступим так, а я закрыл свою любовь, я ее не вижу, я об этом никому не говорю. Называется, когда он это сам понимает, осознает. Я не буду это еще раз разрушать и поднимать, и вспоминать. Потому что, еще раз, мои отношения важнее моего самолюбия. Меня, видите ли, обидели. 18 глава, стих 24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Здесь имеется в виду брат родной или брат по крови. И мы не раз сами говорим о том, что наши братья и сестры, духовные братья и сестры, друзья наши, к нам ближе, чем даже родные, близкие. И здесь говорится о том, что даже о том, что родные могут жить в другом месте, в другом городе, а вот ваш друг – это тот, кто рядом с вами. И для нас это ценно и важно, но чтобы это ценно и важное иметь, самим нужно быть таковым. Знаете, это неправильное понимание, например, даже в семейном отношении. Я себе найду самую лучшую жену, хотя сам ты далеко не самый лучший. Будь сам таким женихом, тогда у тебя, возможно, будет по
похожая половинка. То же самое в дружбе. Ты хочешь иметь хороших друзей? Будь сам таковым. Ты будь таковым, и ты будешь иметь таковых. Ну и, конечно же, самое важное, мы должны понимать и осознавать, что реально совершенным другом есть только Господь. В земной дружбе нету совершенных отношений. И поэтому мы нуждаемся в прощении, в покрытии любовью, в стремлении не просто быть лучшими, но Господь, Он идеальный. И иногда земные друзья, даже самые, те, кому мы больше всего надеялись, нам могут подвести, но не Господь. У апостола Павла было много хороших друзей, близких друзей. Но когда он попал в беду, когда он был под арестом, когда его ждала уже казнь, когда ему нужно было защищаться перед судом, в то время как бы роль адвоката сегодняшнего это должны были исполнять его знакомые, которые должны были прийти и сказать, что этот человек невиновен, мы его знаем. Вот когда нужно было, чтобы его друзья пришли и такое заявили, что он невиновен, 2 Тимофею, 4 глава, стиха 16. При первом моем ответе, это при первой моей защите, когда было предварительное слушание, никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им, то есть я покрываю их любовью. Но Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовествие. Никто из моих друзей не явился. Вполне возможно, что многие из них были в других городах, на передовой служении, но когда нужна была помощь, никого не было. Но Господь пришел и явился. Господь ему где-то реально явился, где-то или в камере, или что сказал: Павел, я с тобой, я тебя не оставлю. Когда Христос в ночь перед распятием общается с учениками, 15 глава Иоанна, он говорит им о дружбе, о своей дружбе. 15 глава Иоанна, стиха 12. «Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Он призывает их, во-первых, к взаимной дружбе, любви, и показывает, что он для них есть примером, эталоном, каким нужно быть другом. Самая большая любовь – это та любовь, которая готова ради друга, ради того, кого он любит, даже свою жизнь положить. И я ее вам покажу. На рассвете он же будет осужден и скоро казнен, когда я положу свою жизнь. Вот Христос так любит нас. Вот Христос нашел нас тогда, когда мы были никак не годные для этой дружбы. Для чего? Чтобы, мы говорили, что цель дружбы – общающийся с мудрыми будет мудр. Вот он совершенная мудрость, пришел на землю. Чтобы нас приблизить к себе, сделать нас друзьями, чтобы мы, будучи близки к Нему, сами стали мудрыми. Сами так научились любить. И друг друга любить, это как это на деле. И это же глава Евангелия Иоанна, стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите в Отца, во имя Мое Он дал вам, сие заповедую вам, да любите друг друга». Я вас избрал, и для себя, и друг для друга. Фактически, часть друзей уже выбрана, но выбрана самим Господом. Мы начитали, что дружба начинается с выбора, с кем дружить. Так вот, часть друзей Господь уже для нас выбрал. Это те, кто, возможно, для нас на лавочке, те, с кем мы вместе молимся, те, с кем мы вместе в служении. И это Его совершенный выбор. Его мудрый выбор, чтобы мы друг друга любили, и эта любовь была в жизни, когда мы молимся друг за друга, когда мы просто, как минимум, знаем жизнь друг друга, когда мы общаемся, когда нам интересно, а что у тебя, а что у нее.
когда не просто интересно, когда мы готовы в нужде прийти и ответить, когда мы можем несовершенство забыть и простить. Я вас избрал. И пусть Господь, который есть совершенным другом, идеальным другом, своей любовью нас всех друг к другу приблизит и друг между другом приблизит, чтобы мы были Его церковью, еще раз, не просто знакомыми, а очень близкими, буквально называется братья и сестры. Это очень близкие отношения. И это было для нашего духовного совершенства, чтобы мы крепко держась за Господа друг за друга, вместе дошли до небес. Аминь. Помолимся.